Закончились 30 часов перемирия, объявленного вечером 19 апреля. Предложение Владимира Зеленского продлить его на 30 дней так и осталось без ответа. Был лишь необнадеживающий комментарий от Дмитрия Пескова, что никаких указаний продлевать перемирие от Путина не поступало. Однако вчера перемирие, или, если выразиться более точно, режим прекращения огня, по-настоящему действовал. В реальной жизни, не только в новостных заголовках. Да, с многочисленными нарушениями и взаимными обвинениями. Да, с вероломными ударами из-под тишка и обстрелами на отдельных участках фронта. Но в общем и целом перемирие действовало. Впервые за более чем 1150 дней войны. По всему Z-телеграмму разлетелось видео, опубликованное одним из военблогеров. По открытой местности с белым флагом, прямо на глазах у российских солдат, идут военнослужащие ВСУ с тележкой, чтобы забрать с нейтральной полосы раненых и тела убитых товарищей. В свою очередь, по украинским телеграм-каналам разошлась фотография с российскими бойцами, тоже большой белый флаг с красным крестом и что-то вроде носилок в руках одного из них. Очевидно, они заняты тем же самым. На глазах у противника забирают своих. Российские военные в переписках с военблогерами подтверждали: на многих участках фронта установилась абсолютная тишина. С обеих сторон под белыми флагами из окопов вышли эвакуационные команды. Зафиксируем факт. В течение войны был такой день, когда российские и украинские солдаты смотрели друг на друга и не стреляли. Причем в обстоятельствах, когда приостановка огня заранее не обсуждалась, не было никаких письменных договоренностей, и все случилось спонтанно. У обеих сторон сейчас есть большой соблазн сфокусировать все внимание на случаях, когда перемирие было нарушено. И таких случаев, конечно, оказалось много. Однако в том, что вчера где-то стреляли и убивали, нет никакой новости. Новость для последних лет беспрецедентная в том, что на протяжении сотен километров не стреляли и не убивали. Значит, подобное тем более возможно, если не в последний момент в одностороннем порядке объявить о перемирии, а нормально договориться. И предложение уже поступило. Если возможно приостановить войну на 30 часов, так почему бы не на 30 дней? Между строк легко прочесть месседж. Спустя хотя бы месяц относительной тишины будет очень тяжело заставить воевать снова и вашу, и нашу армию. Сегодня встали утром. Тишина, благодать. Бахмут 20-25. Будто война закончилась. Никто нас не гонит никуда. Такое спокойствие. Этот город, наверное, первый раз переживает 22 года. Пасхальное перемирие и неожиданный шанс остановить боевые действия здесь и сейчас – это одно из самых ярких событий за всю войну. И, казалось бы, пропагандистам и Z-блогерам было что сказать по этому поводу. Но, как ни странно, реакция в общем и целом оказалась вчера и позавчера не особенно-то яркой и не слишком эмоциональной. Большинство из спикеров в провоенном лагере на момент подготовки нашего выпуска как будто пребывали в режиме ожидания. Ждали подсказок сверху, что вообще следует думать. Кто-то из них явно был на низком старте, чтобы отработать тему с киевскими поджигателями войны, которые в светлый праздник Пасхи отказались от перемирия. А согласие на это перемирие и встречное предложение его продлить на 30 дней явно таких Z-авторов и пропагандистов обескуражили. Поэтому некоторые предпочли делать вид, что никакой приостановки войны в действительности не было вовсе. Ничего необычного не случилось. Но тем не менее, какие-то реакции все-таки были, и мы тут решили их собрать. Начнем с телевидения. Предложение Киева продлить перемирие на 30 дней отечественный официоз вчера в основном проигнорировал. В вечернем выпуске новостей на Россия-1 ответную инициативу украинского президента даже не упомянули. На Первом канале про нее сказали, но с оговоркой. Со странной ремаркой в адрес Зеленского, что списывать нехорошо. Оба телеканала, конечно, подробно рассказали, как российская армия соблюдает, а украинская не соблюдает режим прекращения огня. На Первом канале мимоходом проговорили, что претензии есть и со стороны Киева тоже, но назвали это жалобами Зеленского. Ну, то есть, типа, одна страна озвучивает точно установленные факты, а другая просто жалуется. Новостники же с России-1 создали впечатление, что фактически никакого перемирия не было вовсе, и, конечно же, по вине украинцев. Вопреки пасхальному перемирию, киевский режим свыше 1000 раз нарушил режим прекращения огня. Объявленный Россией, он действует до полудня. На Первом канале высказались иначе. Проговорили, что вчера на фронте было гораздо тише обычного. Выражения, конечно, выбирали весьма специфичные.
Вот, например, послушайте. Казалось бы, чего еще, кроме святотатства, стоило ждать от украинских язычников. Но даже кровожадные богоотступники в Киеве вынуждены признать, что на линии боевого соприкосновения стало значительно тише. То есть объявленное Москвой перемирие позволяет сохранить жизни, вне зависимости от того, как это пытаются представить Украина и секта западных адептов культа войны. В Z-телеграме часть авторов в точности повторили какие-то тезисы из телевизора. А кто-то из этих военблогеров передал рассказы с мест про обоюдное прекращение огня и те самые эвакуационные группы с белыми флагами. По телевидению такого зрителям не показывают. Что неудивительно, это сильный образ, который наводит на мысли, что можно и не воевать. Есть даже сообщение, что командиры противоборствующих армий связывались напрямую, договариваясь о безопасных эвакуациях. Правда, много обсуждений в Z-телеграме вызвала видеозапись, которую обнародовал Кирилл Федоров, он же алканавтер. На ней российская эвак-группа все же попадает под обстрел. В стане Z-блогеров нет единого мнения ни по одному из вопросов. Стоило ли вводить режим прекращения огня, соблюдался ли он в действительности и нужно ли его продлевать. Военблогер Юрий Котенок не стал долго ждать и уже в субботу в 20 часов 27 минут по Москве написал такой вот пост. Режиму прекращения огня стукнуло уже 2,5 часа. Так вот, по моей информации, ни на одном участке линии боевого соприкосновения противник не отказался от нанесения ударов и огня, в отличие от нас. Ни на одном. Собственно, что и требовалось доказать. Недоговороспособны, невменяемы, одержимы, злобны, коварны, одичалые, бывшие русские. А вот один из крупнейших Z-авторов, Юрий Подоляка, на своем канале с 3 миллионами подписчиков спорит со всеми, кто заявляет, будто перемирия нет. Он, в отличие от Котенка, немного повременил с выводами и не через 2,5 часа, а утром 20 апреля написал: «Все это чушь! На фронте в целом спокойно». Правда, уже вечером Подоляка сообщил, боевые действия стали разгораться сразу же после сообщения от Дмитрия Пескова, что Путин не давал команды продлить перемирие. Еще была заочная дискуссия двух анонимных Z-каналов «Обратная сторона медали» и «Воевода вещает». Оба канала ведутся от лица непосредственных участников войны. Они заявляют два полярных мнения, две полярных позиции. И та, и другая довольно популярны в Z-среде. Начну с обратной стороны медали. Все, кто против перемирия, я очень надеюсь, что вас всех мобилизуют в новой волне. И там вы как покажете, как надо? Не шучу. Желающим повоевать до конца продам лакшери-блиндаж. Торг уместен, осмотр на месте, штангу в подарок отдаю. А вот что вещает воевода. В целом и общем, мне очень нравится перемирие на пару суток. Возможность достать 200-х и 300-х. Меня воротит лишь о мысли о постоянном перемирии. А особенно мне нравится реакция тех, кто как бы и воевал, а вроде как бы и нет. Таких у нас много, дескать, мы все хотим перемирия. Идите нахуй, я его не хочу. Это всего лишь отложенная проблема. Лучше я буду сражаться, чем мои дети потом. Сравнительно небольшой, но весьма цитируемый анонимный Z-канал «Убежище номер 8» с воеводой не согласен. В перемирии и в возможном мире он видит много плюсов. Тут стоит пояснить, что канал «Убежище номер 8» якобы ведет мобилизованный. Если же порассуждать о будущем настоящем наступившем мире и прекращении огня, то в нас и в них перестанут стрелять. Ссылка на смерть в штурмы по любому поводу перестанет работать. Обнулять неугодных предательским выстрелом в спину тоже больше без палева не смогут. Хохлов это тоже касается. Можно будет начать поисковые работы в серой зоне, где лежат сотни наших и укропских без вести пропавших. Возвращать останки домой. Это я пишу как человек, у которого приятель с октября прошлого года на спорной территории лежит. Альтернативную позицию занимает телеведущая Анастасия Кашеварова. Она как бы более такая официозная. Про пасхальное перемирие. Честно, я бы освещенными снарядами разбомбила все их пункты принятия решений. Все составы с техникой. Вышки, мосты, железные дороги. Мое святое добро в канун Пасхи – ударить орешником со святой водой, по Банковой, чтобы сгорели там черти, и освободить народ Украины от этих мразей. Наш президент истинно верующий. Только истинно верующий может так относиться к врагу. Я же не научилась этому всепрощению.
Цените нашего президента, украинцы. Он вас жалеет, в отличие от вашего черта. Это, кстати, подход характерный для тех Z-блогеров, которые работают еще и на государственных телеканалах. Дескать, мне решение президента с этим перемирием совершенно не нравится, но кто я такой, червяк земляной? А Путин — это Путин, и пути его неисповедимы, ему видней. Например, военкор Александр Сладков в таком стиле написал целую простыню. Вот буквально прям весь смысл его поста. Вообще я против инициативы Путина, но сейчас вам по всем пунктам объясню, почему она гениальна. И объясняет. В свое время, еще до мятежа Пригожина, в России существовала дискуссия об опасности справа. О неких турбозетниках, которые, дескать, не позволят Путину остановить войну на полпути, если он этого вдруг захочет. Вчерашнее пасхальное перемирие можно считать натурным экспериментом, который наглядно показывает, в 2025 году никаких ультрамилитаристов, готовых воевать до последней капли крови, в огромных количествах в России нет. Таких людей, вроде этого безымянного воеводы, единицы. Большинство же граждан, вовлеченных в войну, или вымотаны до предела и рады прекращению огня в любой форме, и скорее уж будут призывать к этому, или же просто послушны и сервильны. В любом случае возьмут под козырек, выполнят приказ и потом объяснят окружающим, почему этот приказ гениален. И даже если сами думают иначе, уж точно никакого бунта по поводу отнятой победы не устроит. Мы говорили об этом сотню раз теоретически, и теперь у нас вот есть эмпирический, практический опыт. Путин может закончить войну одним днем и в любой день. Кроме персонального желания продолжать движуху, больше нет никаких других препятствий. Украинцы, как мы видим, тоже сразу прекращают огонь, как только это делает Россия. Но, к сожалению, похоже, что желание продолжать войну у Путина более чем достаточно. И она продолжается, никакого продления перемирия на 30 дней, как предложил Зеленский, не происходит. До завтра.